Друзья, я хочу вам подарить целый комплекс уроков, обучение с нуля, пошагово, каждый урок, право полушарного рисования. Вы сможете после данного курса писать любые картины. Этот курс мы даем бесплатно. Это будет много-много уроков записи, которые пошагово будете выполнять и развивать свое творческое видение художника и развивать право полушария, которое в наше время отстает. Я занимаюсь уже этим 10 лет. В основном мы делали все в офлайн, вживую. Теперь это все онлайн можете получить. Почему бесплатно? Потому что мы хотим, чтобы вы научились рисовать. Если вы научитесь рисовать, тогда вы можете рисовать любые картины. А у нас этих картин 1000. У нас 1000 уроков записи, которые вы, как ходите в библиотеку, можете просто брать этот урок и писать с нашими преподавателями. Поэтому сейчас ссылочка внизу есть под видео, ссылочка здесь вот в подсказках. Заходите, подписывайтесь и получите эти уроки уже сейчас. Увидимся на занятиях. Смотрите, что тут получилась такая фактура прям, да, интересная. Как будто тут что-то такое вот, сама по себе она такая вот действительно очень в фактуре богатая. Красиво. Дебютант в масле, дебютант. И, конечно, надо иметь такую немалую смелость, чтобы первый раз прийти на масло, да, и на такую работу. Но, несмотря на это, мне кажется, справились. Посмотрите, какая красота. Здорово, молодец, да, можно похлопать, действительно. Смотрите, еще какая красотка. Очень. Тут даже не просто цветы, тут какие-то розы прям я вижу. Вообще здорово. И объем есть, вообще все красиво. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Седова. Мы сегодня с вами будем писать замечательную такую девушку в саду. У нее есть как бы сама фигура, а есть такой подол, да, спускается. То есть это уже не... У нее где-то пяточки там, может быть, повыше, да, находятся, а там уже подол. Начинаем мы с того, что общий габарит. Намечаем фигуры, где она у нас будет вверху и внизу. Линия таза у нас будет примерно на половинке где-то фигуры. Чуть выше у нас будет находиться талия. Голова у нас занимает здесь примерно 1/7, да, но у нас еще тут какой-то пучок. Не 1/7, 7,5 где-то должно быть. Можно так на глаз оставить и посмотреть плечики. Плечики, она немножко развернута, поэтому плечи также развернуты, посмотрите. Ну и намечаем, где у нас они примерно будут заканчиваться. Дальше у нас идет к талии вот это все. Фигура у нас касается серединки, но в целом она в правой части, так? Итак, посмотрите, плечики у нее покатые такие. Одно плечо немножко ниже другого. Можете это потом для себя еще раз уточнять. Головка у нее расширяется немного вот к ушкам. Да, в средней части у нее она побольше, вверх поменьше. Если вы в линиях запутались, можете взять темно-коричневую краску и ей уточнить что-то. Итак, где у нее таз, там у нее самая широкая часть. Посмотрите, таз у нее все-таки тоже немножко под углом. Если у нас плечики опускаются чуть-чуть вниз вправо, посмотрите, то таз наоборот, он немножко чуть-чуть вниз влево. Вот такая вот у нее, да? У нас обычно так фигура и разворачивается. Дальше у нее сужается фигура. И к подолу опять расширяется, где оно уже спускается. Также у нас видно чуть-чуть ручку. Причем, смотрите, чтобы нарисовать ручку, вам необходимо почувствовать, где у нее позвоночник находится.
Для этого вам, вот посмотрите, это у нас где-то на середине вот ее такого заднего декольте, да? Вот представили, где у нее здесь разворотик такой? Вот надо почувствовать вот эту среднюю линию и вот ее наметить, да, вот так вот. Ну и это вам поможет наметить, где у нее будет рука. Соответственно, вы отмечаете столько же вот места здесь от позвоночника до плеча и здесь. И вот здесь у вас будет уже начинаться... Рукав у нас видно не полностью, да, его не обязательно там прям вырисовывать. Также намечаю я высокую талию. Это вам нужно обязательно для восприятия. И отметить, где у нее там будет линия декольте. Чтобы вам не запутаться вообще вот в этом вот во всем, да, еще раз, да, я говорила по поводу коричневого цвета, можно уже без маслица, да, где-то отметить, где у вас будет головка потемнее, прямо так скажем, втереть коричневую краску в то место, где у вас будет голова. Заодно вы почувствуете ее форму, наметите шею. Можно, кстати, сразу же вот шею, правую часть поярче сделать. Коричневой краской я намечаю ее платье. Тоже обозначаю его так поплотнее. А мы воспринимаем все-таки наш рисунок не линией, а пятном, поэтому, когда вы вот сделаете вот эту темную часть, вам, может быть, захочется еще где-то исправить силуэт девушки. Итак, краски, масла уже вот этого разбавителя не используем очень много. Рисую я с правой стороны, там, где у нас теневая часть. У нас вот широкое место справа чуть выше, чем слева. Меня интересует правая сторона. С правой стороны посветлее, поэтому можно там красочку не накладывать, а просто растереть, в левой части, да, а просто ее туда растереть, чтобы вы уже чувствовали, что там у нас объем, да, что там свет. Русалочка, смотрите, да. Смотрите, коричневый цвет также я накладываю еще в нижний правый, да и левый угол, в принципе, но не полностью прям закрашиваем, можно оставлять где-то какие-то просветы. Коричневым цветом. По краешку можно все закрыть, вот самый краешек. Дальше уже там с просветами. Где-то вот, где у нас будет трава, я накладываю коричневую краску. Рядом с платьем, не бойтесь этого совершенно. Какие-то такие вот темности. Накладывайте мазочки горизонтально.
это горизонтальная поверхность, и сразу будет ощущение такое вот именно плоскости какой-то, да, горизонтальной. Также я сразу вот этой коричневой краской намечаю, где у меня будет ствол дерева. Какие-то, может быть, даже уже веточки. Но веточки не так меня сейчас интересуют, а какая-то общая масса коричневого тона, которая здесь присутствует, да, верхний правый угол. Может где-то переходить в какие-то веточки. То есть это мазочками происходит, чтобы у нас было, не было такой излишней декоративности, потому что все-таки у нас в природе очень много всего такого хаотичного, и должно это просматриваться. Какие-то пятнышки вот здесь темные. Поверху, опять же, можете коричневый нанести. Втирайте его, да, не бойтесь работать там пальчиками, где-то втереть и так далее, да, то есть не должно быть ощущения такой несвободы. Да? Здесь вот наверху можно рисовать как угодно в данном случае. Можно даже какой-то коричневый цвет вот нанести там, где у нее рукав. Ну, как-то так. Побольше, побольше, не бойтесь. Лучше даже больше этого темного цвета нанести, чем меньше. Особенно вот в этой части, в средней. Конечно, у нас там еще будут краски, но с чего-то надо начинать. И начнем мы именно вот с такого темного цвета коричневого. И я еще намечаю, где у меня будет рукав. Да, под ручкой намечаю коричневый тон. Поняли, да, про что я говорю? Вот эту вот часть, видите, да, вот тут темная, видно, показана ручка. И смотрите, ее можно, вот эту красочку, потом сухой кисточкой перетащить вот сюда, в левую часть. Ну, то есть у нас рукав, вот я его подчеркиваю тут коричневой линией вот этой, и потом перетаскиваю в левую часть. Значит, порисовали темным цветом. Теперь меня интересует краплак. Это такая бордовая красочка, у нас располагается рядом с желтой. Кстати, я не сказала, да, у нас сегодня белила титановая, кадмий желтый, средний, краплак красный, охра светлая, умбра жженая, ультрамарин и фиолетовая светлая. Так, итак, берем краплак, это такая бордовая красочка. Плоской лучше, да, плоской побольше. Да, и я ее наношу, этот цвет. Можно немножко его смешать с коричневым. Давайте так сделаем. Смешаю краплак и коричневый цвет, чтобы он был не такой яркий. И накладываю на платье. Накладываю на платье с левой стороны. С левой стороны накладываю на платье коричневый вот с этим, с бордовым, с краплаком. Вот так вот.
Можно где-то, да, какие-то отдельные мазочки положить и больше там в правую часть. Смотрите, как у вас верхушечка идет, да, этого всего. Я вам дала еще такую мягонькую кисточку синтетику, но я сейчас щетинкой так могу. Да, можно немножко писать один цвет в другой. Синтетику я вам дала кисточку плоскую такую, да, ей можно хорошо это делать. Сейчас у меня есть ощущение того, что вот этот край все равно у меня недостаточно темный правый, поэтому я беру синий и коричневый цвет, темно-коричневый. Так, и накладываю еще потемнее места, вот с правой стороны, посмотрите, у меня почти черный цвет получается, это синий и коричневый цвет, накладываю с правой стороны, там, где тень. Так, итак, еще раз повторюсь, чем слабее вы нажимаете на кисточку, тем у вас гуще будет мазок, тем вы менее размазываете. Также можно накладывать уже какие-то вот как складочки темные, синим с коричневым цветом. И куда-то вниз сюда увести. Синий и коричневый цвет. Внизу, особенно еще очень много такого темного цвета, там, где у нее талия. Так, ну что, вот она у нас пока такая темненькая. Но у меня есть вот какие-то более светлые пятнышки, да, в правой части, в левой части, да, вот. Потому что у меня там меньше краски, ну и в принципе она такая бордовая. Можно даже ее специально где-то подубрать кисточкой, и будет вот очень красиво светиться платье, посмотрите. Да? То есть я ее просто подубираю красочкой, не добавляю при этом белил. Вообще с белилами поаккуратнее работайте, потому что они немножко все-таки глушат цвет, да? И становится очень такой разбеленный, неинтересный оттеночек. А если вы оставляете вот такие вот красивые, да, слегка таким разведенным цветом, да, у вас гораздо интереснее и ярче вот этот цвет будет гореть, да. Вот так вот. То есть можно подубрать какой-то цвет такими вот полосочками с правой, только с левой стороны, да, потому что у нас с правой везде тень, и там нам ничего такого не нужно делать. Итак, пока я с платьем оставляю, да, так. Меня, в принципе, очень даже устраивает эта юбочка. Ой. Так. Угу. Краплачка не видно. Вот тут, где краплачок, нам важно вот именно, да? Так. И они все равно не должны так царапками, да, смотреться. Здесь уже поменьше. Мне можно больше бордового положить. Угу. Угу. Да, я мягонькой кисточкой работаю. Да? Так. Ага, хорошо, красиво, все здорово.
Так, ну давайте дальше. Дальше. Итак, я беру щетинку плоскую, большую. Так. И я начинаю рисовать фон. Я вам специально не выдавила зеленую краску. Вы не думаете, что я жадная? Нет, это не из-за этих порывов я это вам сделала. Просто потому, чтобы не было у вас такого однотипного ядреного цвета, очень односложного. Хочется, чтобы цвет был интересный, да, чтобы была возможность варьировать количество желтого, синего, охры и так далее. У нас с вами есть несколько оттенков, которыми мы можем воспользоваться для того, чтобы получить зеленый цвет. Это синий, желтый и охра. Давайте сначала я возьму синий. Так, охра, наверное, да, возьму сейчас синий, охра. Синий, охра, пока такой темный цвет. Плоской щетинкой. Можно не самый большой, лучше вот, которая средняя у нас. Да, синий охра примерно пополам. Примерно пополам. И я начинаю рисовать вот такими горизонтальными движениями, достаточно плотненько накладываю краску. Краски не жалеем. То есть все достаточно должно быть густо. Про разбавитель я вас очень прошу забыть. Если я вам говорю, можно разбавить краску, вы ее разбавляете, потому что большое количество разбавителя вам не поможет здесь, да, потому что у нас тут очень такой темный оттеночек. Итак, я рисую здесь вот внизу, посмотрите, у меня какой зеленый оттенок получился, да, такой темно-зеленый, да, вот такой болотный немножко, да, такой чуть-чуть грязненький. Он мне нужен внизу, вот здесь вот, да, там, где у меня еще теневые части. Я очень хочу вот обратить ваше внимание на то, что здесь освещение достаточно такое солнечное, да, солнечное. А что у нас подразумевает солнечное освещение? Это такой желтый свет, да, такой яркий, да, правильно, вот здесь вот. Вот, и, соответственно, если у вас желтый свет, да, такой солнечный, то тени у вас будут такими глубокими синими. Не бойтесь где-то прямо впритык идти к платью. Если что, вы платье можете взять там другой кисточкой еще раз, как-то его увеличить, там, сделать опять там, коричневый, синий там, и так далее, да, что-то прибавить. То есть не бойтесь впритык идти с платьем. Оно вообще растворяется немножко вот в этой вот всей траве. Итак, то есть мы даже его где-то можем обвести, так скажем, вот прямо от платья ведите, да, можно вот так вот обвести сначала вертикальный, вот так мазочек положить, да, а потом вывести его в горизонтальные. Итак, чем слабее вы нажимаете на кисточку, тем у вас будет плотнее мазочек. Итак, синий, охра. Особенно это видно, вот этот оттенок с правой стороны. Он достаточно темный, можно где-то даже одним синим порисовать. Прям возьмите синюю краску и положите только синие мазочки. Итак, могут быть где-то только синие мазочки. Итак, вплотную кладем к платью. Так, мы не полностью, да, закрываем всю зелень, да, где-то я работаю частично так.
Рядом с коричневым лучше всего положить, потому что там как раз рядом с темным коричневым цветом еще какие-то вот эти синеватые оттенки. Кладу мазки горизонтально. И сейчас мы так будем работать так очень импрессионистически, можно так сказать, потому что у нас здесь будет очень много мазочков. Хочется, чтобы было интереснее зелень, потому что ее тут очень много. Вот. Также по правой стороне вот где-то тут порисую. Можно добавить в цвет побольше синей краски, немножко желтой. Давайте добавим туда в охру с синим, немножко желтой краски. Теперь охра синяя, желтая. Пока синяя еще у нас все-таки большое количество, то есть она лидирует в количестве. Да, еще цвет у нас, вот, смотрите, уже такой повеселее, чуть-чуть, посмотрите, да? Угу, желтый, да. Угу, повеселее цвет. Так, и накладываю еще его вот сюда опять повыше. Желтый добавляю, да? Не забываем, что рядом с платьем не боимся крыть. Можно где-то разные пропорции класть, да, побольше желтого возьмите где-то, побольше охрочки или побольше синего, да, чтобы было не одинаково, да, вообще очень плохо, когда в живописи что-то вот совсем-совсем одинаково идет, и это сразу упрощает вашу работу. Итак, где-то я побольше желтого добавляю. Смотрите, да, вот у меня уже такой вот интересный тут кусочек получается. Здесь куда-то можно еще побольше. При этом я не закрываю те цвета, которые у меня были прям полностью, да. Может быть, где-то на них захожу чуть-чуть, да, или как бы вливается у меня краска в этот новый, в этот старый оттенок, наоборот, да, и появляются вот такие вот интересные переходы из цвета в цвет. Так. Можно где-то побольше охры положить наоборот. Не забываем, что мы ближе к платью рисуем, да, и никаких не оставляем здесь вот дырочек. Вот у меня тут такая каша из зеленого. Можно где-то взять побольше охры, побольше желтого, побольше синего. Не обязательно прям каждый раз это делать вот в одном месте, порисовать, потом в другом месте, вот так можете запутаться. Вот. А так идите снизу вверх и добавляйте разные оттенки, то есть так будет даже интереснее. Итак, уже позеленее цвет, позеленее. Знаете, у нас везде перепачкивается сейчас такой. Вот желтого. Желтый вы добавляли сейчас? Нет. Нет, а вот надо было уже желтый добавлять. Так, что тут? Что тут происходит? Да. Угу. Так, уже зеленее, уже с желтым. Уже зеленее, уже с желтым цвет. Если у вас не получается сделать чистый цвет, возьмите, вытрите кисточку, да, и все, да. Можно желтого побольше добавить. Желтый, может, кончился у кого? Нет, не кончился? Все кончается. Все кончается. Все потому, что холст у нас все-таки, мы сегодня рисуем на холсте, на подрамнике, да, 25 на 50, и у нас есть такая вот
у холста, да, такая вот, такое свойство, да, он действительно впитывает немножко красочку. Итак, разные цвета намешайте, да, не рисуйте все время одним и тем же, прошу вас. Да, берем синий цвет. Вот смотрите, где-то вот этим всем мы балуемся до ее талии. Угу. До ее талии. Вот, какие-то и синие больше оттенки, и зеленые, где-то поверх можно положить. Не забываем рядом с ней рисовать. Итак, где-то можно еще раз. Можно где-то дальше уже выше. Вы можете просто смешать синий и желтый цвет. Синий и желтый. Без охры. Порисовать уже таким более ярким цветом, зеленым. Синий и желтый. Желтого можно побольше взять. И таким поярче цветом рисуем. Где-то можно поверх. Итак, синий и желтый, чистый цвет, желтого побольше, такой салатовый цвет делаем, да, и прямо поверх еще сюда накладываем какие-то мазочки. Угу. Так, что же взять-то такое, сиреневый, что ли? Угу. Можете попробовать сиреневый взять чуть-чуть желтым. И накладывать еще вот сюда, уже ближе к ее вот плечику, вот сюда такие мазочки, да, не до конца. Накладываем их сиреневый с желтым. Можно синий с белилами чуть-чуть взять. Чуть-чуть белил, только чуть-чуть. Чуть-чуть белил, капельку. На этом особенно делаю акцент, потому что нам пока еще не надо пересветлять тут все. С правой стороны особенно. Синий чуть-чуть с белилами. Чуть-чуть. Микрон белил. Микрон белил. Можно вот этот синий с фиолетовый с желтым туда еще добавить, да? И вот немножко вот уже ближе к нашей желтой части, да, она у нас, смотрите, где начинается, да, ближе к ее плечам. Так. Синий цвет, чуть-чуть с белилами. Кстати, его можно потом положить где-то и на травку, капельку, какими-то мазочками, слегка, очень слегка. Синий чуть-чуть с белилами, чуть-чуть. Где-то накладываю опять горизонтальные такие мазочки, просветики такие. Вот так вот.
Так, и вот до того, как мы начнем чем-то рисовать желтым, я возьму плоскую кисточку, синтетику. Но смотрите, здесь и очень аккуратненько. Не надо вот все вот так вот размазывать туда-сюда. Слышите? Только вот так вот, такими же движениями, как вы делали щетинкой, только вот так теперь синтетикой. Не обязательно все размазывать. Где-то может остаться у вас красивые вот такие вот, даже следы, допустим, от кисточки тоже могут быть. Вот, где-то мы их убираем, да. Смотрите, тоже вот такие коротенькие движения щетинкой, горизонтальные, ой, не щетинкой, а синтетикой, да, горизонтальные, вот. У меня вот такая побольше еще кисточка есть, но она, наверное, слишком убирает все. Потому что и обязательно вот так вот действуем, чтобы у вас не все цвета друг с дружкой перемешались, чтобы оставались вот эти вот красивые оттеночки. Чаще вытирайте вашу кисточку. Не обязательно везде, да, вот где-то можно сделать поглаже, особенно вот может быть в месте, где у вас темный цвет, потому что он за счет того, что там остаются вот эти белые пятнышки, он перестает быть темным. Где-то можно чуть-чуть, вот какой-то 45 градусов растянуть. Очень легкие движения кисточкой. Вот так это все у нас преображается. Мягкие касания делаем с платьем. Посмотрите, вот так вот можно кисточкой вашей вот так вот поводить, чуть-чуть по контуру, так скажем, платья. Сделать мягкие касания, чтобы у вас не было там каких-то проблесков и так далее. Как-то так. Так, давайте возьмем теперь опять щетинку плоскую небольшую. Так, беру желтый цвет, желтый цвет. Так, можно где-то сначала просто чисто желтым порисовать. Посмотрите рядом с ней, вот там вот, да, где-то. На зеленом. Накладывать можно этот желтый на зеленый. Такие делаем штучки цвета. Он у меня в любом случае где-то доперемешивается с зеленым. Не совсем он тут желтый. Чаще вытирайте кисточку, потому что иначе желтый совсем у вас не получится, да? Рядом с ней рисуем. Убираю там дырочки какие-то, которые у меня там оставались. Может быть, какие-то оттеночки, желтые пятнышки положить и на чуть-чуть буквально. Вот тут мазочек может быть, вот тут, но у меня тут и так светло, да? Капельку. Так, накладываю повыше. Еще можно положить немножко охрочки, то есть желтый с охрой смешиваю. Желтый смешиваю с охрой. Каким-то таким грязненьким желтым с зеленым цветом рисую рядом с ее лицом с правой стороны. Чуть-чуть, может быть, где-то синенький такой попал туда.
Да и с левой тоже. Посмотрите, очень так густенько. Желтого много. Желтый еще есть? Ну, у вас же есть. Угу. Так. Так, рядом с ней где-то. Тоже старайтесь более такие горизонтальные движения использовать. И вот рядом уже с коричневым где-то поехал такой цвет, да. Это он зеленоватый, где-то чисто желтый. Зеленоватый он становится автоматически. Вы можете даже специально не добавлять синий, да, вот тут вот где-то помазали, да, чуть-чуть его подобрали, и все. То есть, потому что нам его надо совсем чуть-чуть, чтобы он немножко желтый этот позеленел. И дальше его уже рисовать. Вот смотрите, рядом с головкой у нее здесь какие-то пятнышки такие темные, ой, светлые наоборот, да. Вверху вот тут что-то такое. Такой какой-то зеленоватый тон. Итак, с левой стороны тоже какие-то вот мазочки. Чем ближе вы подходите вот к этому нашему дереву, да, тем более хаотично у вас становятся мазки. То есть они там могут быть просто где-то вкраплениями вот в это, в коричневое, желтое, да. Закрываете какие-то пятнышки, чтобы там горел этот цвет. Где-то он перемешивается, может быть, с коричневым. Так, где-то вот здесь вот рядом с ней там позеленее можно. Вот так вот. Когда вы так близко у нее головки подошли, можно еще раз поправить саму форму головы коричневым цветом. Сейчас немножко загорожу, потому что не вижу. Угу. Шеи. Можно далее в этот цвет добавить еще белила. Итак, смешиваем какой-то желтый, немножко чуть-чуть испачканный синим и белила. Такой лимонный, чтобы цвет получился. Такой вот, смотрите. Угу. Такой. Накладываем его тоже рядом, такими горизонтальными полосочками, посветлее. Рядом с ее лицом. Какие-то, может быть, такие белые лимонные блички у нас есть уже на темном фоне.
Вот так вот. Также там есть оттенок еще где-то посветлее. Белый. Белый цвет. Можно чуть-чуть с добавлением красненького. Чуть-чуть, ну, краплочка. Чуть-чуть. Такой розоватый. Чуть-чуть. Белый, чуть-чуть с добавлением краплочка мы делаем вот такие вот тоже узкие полосочки. Не забываем, что у кисточки и щетинки плоской есть широкая сторона, есть узкая сторона. Для того, чтобы сделать узкие мазочки, вы можете ее повернуть просто другой стороной. Итак, рядом с личиком можно где-то посветлее сделать. Итак, белый чуть-чуть с краплочком. Можно по правой стороне где-то мазнуть. Не перебеляйте сильно, да, то есть там немного таких бликов. Все они такими вот полосочками. Ну вот как-то так. Побольше желтого еще. Можно? Секундочку. Так. Еще побольше можно, знаете, еще. Так, взять прям этот желтый цвет и где-то так вот погуще. Видите, как у меня получается? О, как мощно. Да, да, да. Вот видите? Так вот, надо побольше краски брать, посмелее, пошире мазочки, да, и у вас сразу же все это дело осветится, да, вот это вот все. Можно там и беленького побольше взять с красным. Угу. Таким вот образом работаете, да, и там желтый побольше, ну и в принципе, да, вот здесь вот какие-то блики, они не получатся, если вы постоянно не берете краску заново, потому что вот особенно если вы берете сверху, да, сверху накладываете какого-то мазочка, то у вас он перемешивается, да, и получается неярким, поэтому надо заново все время брать из краски, да, потому что я вот подхожу, у вас краска не кончается, это очень странно. Ну вот, да. Вот, и все. Вот, и все. Берите побольше. Я уж вижу, что у вас так легко мажется, я прям очень. Легко мажется у меня, потому что краски больше. То же самое, кстати, у вас. Вот здесь вот хорошо, мне нравится. Вот здесь пошла какая-то грязька. Да, потому грязька. что-то нужно. Вот, просто возьмите, да, вот здесь вот желтый, вот этот вот поярче, да, а вот здесь вот возьмите заново синий какой-нибудь, намешайте там синий, сейчас я намешаю. Так. Оп. Так, и синий. Синий, синий, синий. Где у нас синий? У кого был синий? Нет, ни у кого. Вот синий. Угу. Так. Уже основные какие-то пятна фона, да, и вот темная часть фигуры уже нарисована, да, можно опять где-то такой синтетикой, да, немножко раскидать эту краску, подразмазать капельку. Вот.
перехожу непосредственно к фигуре, к самой фигуре. Здесь мне важно, сначала я начну с тела, и я тело прям закрашу. Посмотрите, хорошо вытрите только кисточку, да, можете тройку взять, если она у вас не в белилах же, у вас не было, да, там на ней белил, на тройке, да, не было? Можете ее взять, поэтому. Главное, чтобы она была у вас очень чистая, кисточка. Возьмите охру. Я бы в охру немножко, чуть-чуть добавила бы, я бы взяла поменьше, которой мы рисовали рисуночек в самом начале, круглая щетинка, да. Вот, ну, главное, чтобы она была чистая, да, вот, чистая. Значит, я в охру чуть-чуть добавляю краплочка, чуть-чуть, микрон, без белил пока, без белил, охра и чуть-чуть краплочок, чуть-чуть, немножко покраснее у меня получается от этого, немножко краплочка. И я без разбавителя накладываю это там, где у меня тело, декольте. Посмотрите вот тут внимательно, да, вот здесь вот эта линия, где у нее, да, вот этот вот, где она относительно шеи находится. Вот посмотрите, вот если я проведу вертикаль до вот этой линии, посмотрите, да, у нас, вот они примерно, на одной вертикали будут левая часть шеи и вот эта вот правая часть вот этого разреза, так? То есть не уводите его слишком вправо. Как раз от этого у нас появляется такой поворот. Итак, я бы даже немножко где-то добавила чуть-чуть какого-то сиреневого цвета. Что ищете? Охру? Так, охру. Угу. Так, можно даже чуть-чуть какого-то сиреневого добавить. Помним, что у нас тело немножко темнее, да, чем зелень. Пока я ее полностью всю покрываю вот красочкой этой, да. Так, можно даже какого-то сиреневого цвета добавить, особенно ближе к шее вот сюда. Вот, как-то так. Дальше я беру синтетику плоскую, мягкую кисточку нашу, вытираю ее хорошо и разглаживаю вот эти все части. Посмотрите, да? Смотрите, чтобы четкий был контур шеи с правой и с левой стороны. Синтетикой вы помогаете себе, размазываете где-то. Лучше всегда от краешка размазывать. Я бы вам советовала еще коричневой краской, темно-коричневой, поярче сделать краешек правой шеи, прямо ее туда добавить, темно-коричневую краску, правый краешек шеи, где-то, может быть, даже усилить вот тут вот границу между декольте и кофточкой. Вот прям можете так вот
взять такую корявенькую линию, сделать, а потом ее синтетикой вот так вот вовнутрь увести. Внизу тоже, кстати, можно чуть потемнее сделать. Охра там вот с этим с бордовым или там с коричневым даже чуть-чуть внизу, чтобы было ощущение вот такой вот небольшой глубины нижней части. Синтетикой помогаю, это все размазываю. Конечно, мы там еще свет сделаем на теле, вы не переживайте, что она у нас не будет такой темной, но если вы сразу возьмете, да, и добавите белила, то уже не получится у вас такого вот темного цвета. И, соответственно, не получится вот этого эффекта того, что она у нас отвернута от цвета вообще в принципе. Итак, коричневый цвет вот здесь вот я тоже щетинкой немножко размазываю в левую часть. Можно, в принципе, и волосы вот этой плоской кисточкой немножко вот здесь вот прибавить. И я их тоже размазываю синтетикой вниз. Посмотрите, что у меня вышло. У меня такая же. У меня такая же сейчас. Такая же. Да. Видите, как какие-то пятна белесые. Краски мало опять, я считаю. Так и что белесые пятна? Вот мы их потом вот так вот можем размазать. А вот Мне кажется, вот здесь вот да. сильно увеличили, она будет меньше вот тут платьишко. Да, вот. Хорошо. Угу. И вот тень наша. Тень посильнее, побольше краски. Так, шея увеличилась пятикратно. Да. Надо ее потом будет вот беленьким вот этим подмазать здесь. Сам цвет хороший. А где? С этой стороны или с этой? Да с обеих, мне кажется. обеих? И темные краски еще вот здесь вот усильте шею. Так, подождите. Это делаем фоном. Да, не салфеткой, а фоном. Вы же можете ее просто закрасить. Коричневый цвет еще поярче делаем. Позвоночник пока там не усиливаем, ничего такого темное. Там есть, конечно, но не так сильно. Не доходит у нее декольте до самого края, но у него тут вот где-то заканчивается. Так, темновасто. Чуть-чуть можно красочку подубрать. Угу. Так вот прямо. И все. А шею? Шея. А как мне теперь забелить белым, да? Чего? Декольте как исправить? Да, это просто для себя сейчас. Возьмите в виду, сейчас мы будем делать кофточку, и она у вас исправится. Что с шеей? Вот это вот, да. Шею вот тут вот надо вам вот это вот оставить, а вот здесь вот светлее просто сделать вокруг нее, и все. То есть это оставите. Цвет-то хороший, то есть не надо ее ярче делать, темнее. Тут вот немножко побольше у нее будет вот эта вот часть. Угу. Руку пока не пробуем, да? Что? Руку пока не пробуем. Нет. Так, сделали, да? Значит, какой-то тон вот здесь нанесли. Я бы сразу еще поярче сделала волосики коричневой краской, можно даже мягкой кисточкой. Нанесла бы вот сюда, вот в нижнюю часть, не совсем в нижнюю, да, чуть повыше, вот такой дугой прическу. И где-то вот здесь еще повыше коричневой краской. Поярче сделала бы тон волос.
Чтобы у меня не было здесь ничего белого, я еще верхушечку замажу охрой. Коричневой красочкой я еще усиливаю тон волос двумя такими дугами, мягкой кисточкой, синтетика, которая у нас, которую я вам в конце дала. Угу. Так, такие вот вещи. Так, ну пока вот все с этими с волосами, там только усилить темный цвет. Дальше я перехожу к кофточке непосредственно. Беру круглую щетинку. Итак, беру сиреневый цвет, чуть-чуть в него добавляю белила, чуть-чуть. Так. И накладываю их на то место, где у меня вот должна быть кофточка. Итак, сиреневый тройкой круглой, сиреневый чуть-чуть белила. Накладываю на кофточку, поверху иду сначала. Сиреневый светлый такой, да, щетинка поменьше. Поверху накладываю. Где-то перехожу вот сюда в рукав. Над моей коричневой линией. Чем ниже я спускаюсь, тем больше у меня темности всяких. Я могу добавлять в рукав сюда коричневый цвет и даже синий. Сиреневый чуть-чуть с белилами. Дальше я беру вот сюда на рукав, тоже его наношу, потом беру синий еще и коричневый. У меня плавно вообще рукав, да, переходит в зелень туда, там не надо его очень конкретно делать. Здесь вот я немножко прибавлю себе тельца, да, что у меня касается все-таки локоть. Локоть касается юбки. Так. Там на локте даже какие-то зеленые красочки есть, то есть он внизу вообще полностью почти сливается с зеленью. Не надо его как-то выделять. Можете потом синтетикой, да, плоской, вмазать все друг в дружку. Итак, сиреневый цвет чуть-чуть с белилами мы накладываем вот сюда, в левую часть, вот сюда над коричневым цветом. Дальше ниже спускаюсь, я добавляю в этот же цвет какой-то коричневый оттенок, вот сюда, вот особенно ближе к веточкам. А еще ниже синий цвет. Еще ниже синий цвет, можно даже синий в чистом виде, и даже с добавлением желтого цвета. Вот. Значит, смотрите, вот здесь у нас сразу образуется что-то такое непонятно белое, да? Можно закрыть это листвой, то есть вытереть кисточку, так, и каким-нибудь синим, желтым или что-то такое, да, взять и здесь
подзамазать. Синий с желтым, подзамазать там синего побольше, желтого поменьше. Добавить вот здесь вот листву, которая тут на рукав идет, да, чтобы у вас не было здесь ощущения того, что там что-то такое недокрашено, да, то есть можно даже больше там синего еще добавить на рукав, каких-то пятнышек. Как-то так. И я домазываю кофточку. Кофточка у нас все-таки тоже достаточно темная. Сиреневый, чуть-чуть с белилами. Чуть-чуть с белилами. Так, я наношу где-то по низу. Можно добавить туда еще синий цвет. Синий, сиреневый, белила. Не пересветлите, я вас очень прошу. Цвет у меня достаточно темный. Угу. Коричневое полностью не убираю. Итак, чуть ближе к серединке я добавляю белого цвета чуть больше. Вот к этому синему, сиреневому и белил. Да, чуть белила побольше. Так, и еще бордовый с белилами перемешиваю. Делаю такой розоватый цвет и тоже его здесь вот добавляю. Особенно в левой части, ближе к краешку. Итак, розовый цвет — это белый и краплак. Белый и бордовый вот это, да. И какие-то отдельные мазочки можно еще порисовать розовым цветом. До самого краешка я плечей не касаюсь, это все в средней части. Может, такими полосочками, чтобы сразу складки такие появлялись. И где-то больше белил еще взять, можно добавить. Коричневый цвет, кстати, вот здесь у меня остается, да, то есть я его не замазываю. Можно даже его еще посильнее там где-то сделать. Или коричневый с охрой даже добавить. Только почаще вытирайте кисточку, особенно когда вы лезете опять в темный цвет. Коричневый с охрой. Нужно какие-то даже складочки отдельные сделать. Ой.
Главное, что у вас должно получиться, это то, что тело у вас будет темнее, чем листва. Да, вот я сейчас смотрю, что хочется мне его сюда немножко пододвинуть. Вот таким вот образом. Можно маленькой, самой маленькой кисточкой, которую я отставляла, чуть-чуть ее даже с маслицем. Добавить маслица и немножко вот поярче, еще почетче сделать какой-то вот этот кантик вот этот. Каким-нибудь коричневым или коричневым с краплачком, но то же самое, просто вот, да, вот тон тела, да, чтобы не было это слишком там ярко, маленькой кисточкой, да, и опять потом, ну, я это подправляю еще за счет того, что я отодвинула, да, немножко вот эту часть, поэтому мне понадобилось обновить кантик вот этот. И я его потом вот так вот сглаживаю, как глубина появляется. Сейчас я смотрю, что у меня тело что-то совсем осветилось, поэтому я его еще там где-то потемнее сделаю. Потемнее его можно сделать за счет сиреневого цвета с охрой. Так, для тех, у кого не получается выделить шею, да, и вот чтобы вот эта вот часть у нас была ярче, вы можете взять, да, просто белила с желтым, там, чуть-чуть зеленым, чем-то таким, да, и еще раз вот здесь вот поярче, вот так вот, от ее выделить, да, вот с помощью краски, вот так, да, чтобы она тут загорелась. То есть не пытайтесь стереть это салфеткой, да, а прям вот красочкой взяли опять и обвели ее как бы светлой краской. Не делаем при этом ее очень тонкой. Да, все-таки голова должна на чем-то держаться. Так, я вот хочу там где-то еще, может быть, посветлее тон ввести. Нужно даже для этого взять кисточку мягонькую вот эту. Так, и теперь я хочу прибавить цвет непосредственно на тело и вообще все в принципе. Итак, во-первых, у нее есть ушки. Угу. Ушки есть? Есть ушки. Итак, беру, смешиваю краплак и желтый цвет. Получается такой красный. Краплак желтый, делаю красный цвет. Получился? Больше краплака. И вот так вот буквально 2 мазочка подчеркиваю, где у него будут ушки. Итак, вот где у него ушки, там где вот такие 2 маленьких мазочка красным цветом, бордовый и желтый. Еще раз, чтобы они там сильно очень не выделялись, можно еще там рядом с ними опять сделать коричневую краску. Так, ушки чуть покраснее. Можно краплак с охрой, можно краплак с желтым, чтобы такая вот яркость там появилась.
Также на прическе я делаю светлые моменты охра и белила. Для этого я взяла щетинку поменьше. Охра и белила. Делаю какие-то такие волосики. И там есть еще такой свет на самих волосах, такой холодный отблеск. Я фиолетовый с белилами смешиваю и делаю буквально тут вот один мазочек вот здесь на пучке. Вот тут под ним, то есть под пучком, да. И нажимаем, отпускаем красочку, чтобы она у вас плавно туда вот вообще вливалась. Таким вот образом. Сейчас посмотрю, что у меня тут вышло. Ушки также, кстати, выделяются немножко фоном, да, то есть у нее силуэт меняется. Вас смущают мои красные уши здесь? Вообще вас не видно отсюда, поэтому... Вот, ну, такая что, зачем же? Надо поменьше мазочки. Можете рядышком с ней положить еще коричневый. И хочу волосы охра с чем? Охра с белилами. Ну вот где у вас свет? Надо их рисовать красным. И ноздри. Запомнили? Уши и ноздри красным цветом. Они ж горят. Вот вы вспомните человека, который стоит против солнца, и вы на него смотрите. Вспомнили? Обычно такие красные локаторы. Да? Есть такое? Есть, просвечивает. Просвечивает солнце. Что вы боитесь того, что на самом деле есть? Что? Это совсем неплохо же. Это жизнь, как она есть. Красные уши, и что теперь? Наоборот, это ей жизни добавляет. Так. Итак, подправить форму лица можно с помощью фона и форму ушек там, и всего, чего только можно, да, если они у вас получились как раз очень большие, или там прическа и так далее. Так, посмотрю еще раз форму прически внимательней. Да, меня вполне устраивают и красные уши. Очень тоненькая шея, очень тоненькая шея. Вот толстые вы сказали, а Ну, ты исправила. Ну, везде ведь есть золотая середина. Ну, смотрите, сейчас я вам издалека покажу. Может быть, она Но, утонченная девушка. Да, с левой стороны. С правой тоже. но большая. Ой, большая голова и маленькая шея получается, да? Немножечко, да, вот слева, по-моему, ее надо. Да, слева, конечно. Выровнять, там, видите, у вас выемка, а вы... Да. Ну, вот видите, да. Конечно, надо бы. Так, давайте тоже глянем. Ох, кружева-то какие. Ох, кружева. Кружева в самую первую очередь. И совсем они, правда, на месте, эти кружева. Они все равно вот сюда еще будет. Помните, я говорила, что у вас примерно вот на этой позиции будет, то есть вот сюда.
сюда вот бы ее, вот сюда вот увести. Вот. Голова очень маленькая сейчас. Голова очень маленькая, ну и там вместе с пучком и со всем этим прочим. Ушки высоко. То есть ушки будут вот примерно вот здесь, вот сейчас покажу вам. Вот здесь ушки будут. Вот тут. Так, и соответственно вот это у вас все пониже будет. И прическа вот сюда, покрупнее. Так? Да? Больше похоже на правду? Угу. Так, и я бы еще на вашем месте немножко вот здесь усилила свет рядом с этим, с шеей, да? Вот, можете передвинуть, если есть желание, вот эту часть. Я бы вот эту еще увеличила. Я вас уже увеличивала, вы все равно ее куда-то уменьшили, вот эту. Вот сюда, вот так. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда еще. И вот сюда надо поменьше. Вот до сюда примерно. Декольте перенесите. Так. Ну, давайте с головой. Ой, какая круглая. Ох, какая большущая. Ут. У нее же есть прическа. Если бы это была прическа, то ладно. А тут у нее еще уши там появились, и они у вас смутили. Так, ну что делать? Обрезать ее надо? Что, со всех сторон? Взять вот так вот какой-нибудь желтый, там, зеленый цвет. Можно и без ушей. Да, но все равно, даже так, если. Все равно прическа-то на голове же. Голова-то где-то да просматривается. Так. Желтый цвет у меня съедается с безумной скоростью, между прочим. Я и мой холст съедает. Вот так хотя бы. Так, и шея очень такая сейчас ядерная. Много очень краплочка здесь, а должно быть больше охрочки. Как краснокожая получилась слишком. Вот как-то так, да? Ну, там чуть вот так вот, такими вот движениями, вот такими подсгладите ее. Сама кофта мне очень нравится. Такой прям живопись. Очень красиво. Очень красиво. С этим сейчас, с тельцем еще вот немножко так его подровняйте, где-то вот тут вы хотя бы, да, чтобы так более оно... Давайте это Если под мышкой, подождите, вот оно, видите, как больше коричневое, да. либо сгладить вот кисть вот этой синтетикой, или что тут? Вот и здесь и больше и то, и то. И немножко вот сюда вывести его, вот прям коричневый можно взять, и там коричневый с охрой, и вот какие-то тени вот сюда вывести. И коричневый еще поярче сделать. Сейчас шею нормально? Да. Так, далее я делаю уже свет. Свет. Можно тройку взять, щетинку. Беру белила, охра, чуть-чуть краплачок. Чуть-чуть. Белила, охра, чуть-чуть краплачок. И немножко вот света даю вверху тела. Вот здесь вот на шее, где у нас позвоночник. И вот чуть-чуть в правой части, чуть левой, вот на выпуклых местах вот здесь. Буквально
парочку мазочков, да, там делаю. Не пересветляйте очень, видите, у меня даже, надо что-то свет очень такой, вот, темная красочка вот такая, видите? Такой тональный крем. Вот такой. Вот сюда больше, да? Еще? Охра, Еще? чуть-чуть краплачок. Что? Высветлять еще? Ну вот буквально мазочек вот здесь, Какого цвета должно быть? Не такого, да? А еще? по охристи. Мгм. Первый раз я беру здесь светлый цвет, белила, да? То есть первый раз. Где-то на шее, вот здесь вот посерединке, ближе к левой части. Чуть-чуть на левом плечике, чуть-чуть на правом. Все, не надо очень много. И тоже на кофточке я делаю поярче свет, белый. Итак, вот у нас на шее, вот тут, где у нас позвоночник должен проходить, вот здесь. Чуть-чуть на правом плечике, чуть-чуть на левом. Вот капельку, вот буквально тут 3 точечки, немножко. Смотрите, чтобы он не очень сильно контрастировал. Также я беру белила и какой-нибудь там синюю краску, например. Или там сиреневую краску. Но больше белил. Больше белил. И какой-то свет вот здесь вот на кофточке ярче делаю. Может быть, даже где-то по кантику чуть-чуть. Какую-то складочку. Самый яркий блик вот здесь, на плечике тоже, вот на правом. Подправляю где-то фоном силуэт, не забываем про то, что это ваш главный инструмент. Также можно подправить бордовым с коричневым или коричневым с синим. Да, вот там, где у нас идет юбочка, туда к руке, да, вот как она у нас заворачивается. У нас тут такая окружность все-таки получается, да. Не просто плоская линия, вот дуга. Достаточно темная, можно с добавлением синего все-таки, да, добавить. У нее есть еще какая-то заколочка охра, я ее рисую вот видите, вот здесь, да, у нее такая вот горит. Видите, нашли? Заколочку такую у нее на подоле. Вот здесь. Ой. Спасибо. Так, ну вот где-то заколочка там. Даже с коричневым где-то цветом. А на рукаве вот здесь он у меня в принципе темный, туда ушел, да, то есть не делайте его очень там контрастным, еще раз повторюсь, там может быть зеленые какие-то оттенки, и все. Так. Далее я еще свет небольшой делаю на самой юбочке. У меня там уже есть, как-то горит чуть-чуть, да? Можно добавить еще каких-то светлых пятнышек. Краплочку чуть-чуть добавляю белила. Краплочку чуть-чуть белила. Да, и где-то можно буквально один бличок вот здесь пустить в левой стороне. Вот смотрите, где, да? Вот здесь вот чуть-чуть, вот тут. И все. Не перебеляйте только там, капельку. Дальше меня интересует вся эта верхняя, все, что вверху происходит.
Так, поэтому давайте сейчас еще глянем, что у вас тут. Света не хватает еще на кофточке, вот прям блика какого-то. Не успеваю. Ага. Вот этот слишком светленький у нас уже. Немножко его с краплачком перемешайте. Очень светлый крючок. Давай вот так. Так, ой, пересветлили кофту. Да везде. Да. Можно прям чистым туда. Так, отлично. И вот это мне все нравится уже. Чуть-чуть где-то подобрать вот сюда, вот прям складочки. Так, все хорошо. Так, головку вот здесь чуть потемнее. Вот пусть мягкой кисточкой вот так вот спешите, чтобы у нас плавно сюда вот уходило. Подождите, что здесь? Коричневым. Сделать? Да. Ну, вот можно даже не делать, если, а вот просто где ваша мягкая кисточка? Вот это? Да. Просто вот Сверху. немного вот растащить сюда, вот как подволоски туда сделать. Поняли? И вот тень вот эта. И вот тень вот эту поярче на шее. Это как же без нее? Тень на шее правой. Тоже все посмотрите. Так, подождите, сейчас. Вот то не успеваете, то раньше меня идете. Это у нас ленточки. Это ленточки у нас, да? Смотрите, у нас, во-первых, есть вот на этой заколочке где-то желтые, какие-то даже желтые с белым, да, блички. Если вы их видите. Видите вообще эту заколочку? Что-то там такое горит, да? Так, и по поводу ленточек. Так, ленточки у нас белый, немного с синим цветом. Можно с сиреневым даже смешать. Тоненько или тоже? Я бы вам рекомендовала плоской, мягкой. Так, надо еще что-нибудь добавить туда. Можно охрочку, наверное. Давайте охра, синий, белила, вот так. Что-то такое. Так, и я рисую вот от этой заколочки. Смотрите, вот так вот, очень так смело. Вот, хоп, вот так. Не обязательно до конца, можете сверху потом вот так вот порисовать, как у вас ленточка идет. У вас есть плоская сторона кисточки и широкая. Вот плоской стороной кисточки, мягонькой. Вот так вот рисуем такие вот ленточки. Не, синий с белилами, немножко охры туда можно добавить. Еще такой серенький цвет такой, знаете, не нейтральный серенький такой. Да. Дальше я мешаю синий. Ленточки это два движения. Чем дольше вы их делаете, тем неправильнее вы их делаете. Это я вам точно говорю. Итак, синий с желтым. Синего побольше. Так, нет, лучше щетинкой тройкой, поменьше. Итак, синий с желтым. Я начинаю вот здесь вот рисовать там, где у меня будет листва. Синего можно побольше. Постоянно берите заново красочку и накладываем вот такие вот мазочки. Посмотрите, мазочки накладываем. Накладываю их там, где у меня их определенно должно быть больше. Это вот с левой стороны от личика. Когда вы находите на светлый, особенно на белый тон, вам надо постоянно брать заново краску. Посмотрите, постоянно беру заново. Тройка, щетинка, вот которая поменьше. Накладываю вот такие вот мазочки, небольшие. Зеленый цвет делаю, да, синий с желтым. Мазочки достаточно так быстро делаем, накладываем их. Где-то они могут у меня вмазаться, но чаще всего это все-таки чистый такой цвет.
Почаще берите его заново. Для того, чтобы понять, где вам делать веточки, можно взять маленькую, самую маленькую кисточку, коричневый цвет, и еле касаясь, вот так вот провести веточки. Еле касаясь кисточкой листа, коричневой краской провести вот здесь вот веточки на фоне ее платья. Маленькой кисточкой можно, слабенько нажимаем и рисуем какие-то веточки, чтобы было понятно, где рисовать листочки. Вот здесь вот, да? Итак, синий с желтым. Старайтесь не тыкать, а накладывать мазочек, накладывать. Они могут быть где-то у вас посветлее, потемнее, но в целом ярко так достаточно звучать. Также я их делаю на фоне платьишка. Их видно, поэтому они чуть-чуть светленькие такие получаются у меня. Так, вот здесь вот веточка. Чтобы их было видно на фоне зелени, можно их сделать как очень темными, допустим, чисто синий взять цвет, так и наоборот какими-то посветлее мазками, то есть с добавлением чего-то такого беленького. Беленький при этом не обязательно в зелень вообще накладывать специально, там, ну или какой-то желтенький. Можно просто помазать сначала вот где-то вверху, да, он там желтенький вмажется, и потом накладывать уже на то, где вам нужно. Итак, вот зелень какая-то вот здесь вот у меня образовалась, достаточно быстро ее делаем, чтобы вот была такая свежесть мазочков. Не смотрите, как они у вас относительно вообще веточек находятся. Я вот сейчас смотрю, что мне не хватает темного. Может, не хватает веток самих. Я беру коричневую краску и еще обновляю. Обновляю коричневую краску, делаю поярче, пожирнее вот этот стволик, который там какие-то веточки. Поярче. Коричневой краской погуще, может быть, и потолще их. Где-то у нас просвечивает холст, этот ствол из листвы. Итак, коричневой краской, еще где-то делаю поярче мазочки. Можно как маленькой кисточкой, так и тройкой. Маленькой кисточкой вы делаете какие-то маленькие сучки, там,
да, веточки. Большой кисточкой вы уже накладываете такие толстые стволы. Краски не жалеем, если у вас она на белом, вам придется ее достаточно много положить, чтобы она получилась яркой такой. Побольше можно сучков. Верхняя часть достаточно вся должна быть темная. Такой, посмотрите, какая она у меня темная, да, здесь вверху. Зеленый, коричневый. Где-то можно побольше синего, где-то можно поменьше. Там у меня еще до этого были желтые, как видите, да, вот эти проблески, я их еще до этого сделала, и они у меня так вот красиво загораются. Угу. Мне все нравится, кроме того, что вы все тыкаете. Мне не получается, мне терпения не хватает, а тыкать вроде получается. Но тут они уже слишком контрастные, слишком много их вот здесь вот. Все немножко у меня тут перемешиваются, и они поэтому... Ну, сейчас можно желтенький. Да, и почетче вот так немножко, видите, вот, а так они на листики становятся похожи, а так не совсем похожи на листики, вот в чем дело. Ну, понятно. Вот. Самое главное, чтобы красиво вот эту ветку сделать. Она не надо зелень или надо? Да, надо, конечно. Она еще, смотрите, там светлая зелень, она еще такая есть. Вот здесь вот. И можно, вот, чтобы такое появилось. Здесь вот еще какая-то веточка. Их тут много, тут не одна. Понятно. Вот, тоже потыкайте вот так вот. Ну, вот так вот желательно, вот так наносить. Угу. Так, светлого вот тут надо, чтобы она появилась. Ну, то есть вот тут вот взять эту зелень и вот сделать... Да не желтый даже, какой-то желтый, наверное, слишком ядерный будет. Ну, может, даже если так. Чтобы они не потерялись тут, да, вот эти веточки все. Тут тоже, посмотрите. И я бы еще темного вот здесь вот коричневого густого добавила, вот так вот прям, бух. Прям все сюда вот, поярче. Коричневый, да, нужен? Угу. Ну, вот это вот мне вообще не нравится. Сейчас. Так. Больше ее махать надо везде. Во-первых, вот тут веточка, вот она вот сюда пойдет, так? И относительно нее у нас будут здесь листочки. А верх так оставляем или что-то? Верх нормально, мне, в принципе, тут все устраивает. Сейчас цветы будет все неплохо, вполне себе. Так, желтый у нас тут. Где рукав? Тут тоже что-то какое-то. Тут побольше надо просто всего, вот побольше. И каких-то почетче. Темных, синих можно прямо порисовать, да, чтобы они не просто тыкались, а вот накладывали вот мазочки вот так. Видите? Маленькие такие. Да, тут то же самое. Здесь вот сюда куда-то вывести. Сюда вывести посветлее какие-то мазки. Угу. Вот так, чтобы их видно было. И вот, да, чтобы не просто на веткой, на ней везде вот эти листья, вот чтобы и сюда, и вот как-то сюда. Ой, ну вы, по-моему, все пересчитали уже листья. Хочется какую-то кучку еще, кучку. Давайте я вам поближе покажу, что у них происходит. Смотрите, видите, у меня как кучки?
Вон, посмотрите, да? Что, листья? Кучки, да. Да. Кучки. Кучки листьев, да? Чтобы было видно. Мгм. И здесь тоже, да, какие-то обязательно светленькие можете сделать, беленький добавить к желтому, синим, да, вот здесь вот сделать светлые листочки. Посмотрите, желтый с синим и чуть-чуть белилами. Давайте еще чуть-чуть каких-то ярких сделаем листочков поверх, чтобы загорелись. Где-то вот сюда на рукаве тоже. Итак, желтый, синий, белила чуть-чуть. Делаем какие-то светлые листочки. То же самое можно там и на дереве сделать, но там уже не так много светлых листочков. Главное вот здесь вот на фоне платьишка. Вот в эту часть. Далее я вытираю кисточку. Побольше, побольше. Можете большую кисточку взять для этого, я уж не знаю там что. Так. И беру бордовый чуть-чуть с белилами. Чуть-чуть. Вот такой вот делаю, смотрите, вот такой цвет. Бордовый чуть-чуть с белилами сначала. И накладываю в тех местах, где у меня должны быть цветочки. Такие вот пятнышки. Тоже тройкой, тоже накладываю, не тыкаем, а накладываем, много красочки достаточно. Краплак белила, краплака пока много, еще он, смотрите, темненький у меня достаточно такой. Накладываю вот так вот на те места, где у меня должны быть цветы. Обязательно мазочки должны быть разные по размеру, разные по форме. То есть не старайтесь вот так вот. Когда вы тыкаете, у вас всегда один и тот же размер. А когда вы накладываете красочку, вы можете ее и так положить, и сделать побольше цвет, да. То есть тоже должны быть у вас какие-то цветочки в кучке, да, чтобы было интереснее смотреть. Вот. Тоже сделаю и вот здесь вот на переднем плане, вот тут на веточке, на дереве. Постоянно берем заново краску, да, чтобы она у нас не была чистой. Итак, накладываю вот здесь вот на дерево мазочки. Посмотрите, да, вот оно у нас пошло. Здесь. Вот. Смотрите, цвет еще у меня такой не очень белый. Так, опять тыкает. Тыкает опять. Вот. Вот красота вообще. Вот мне очень нравится. Чудно. Так, посветлее чуть-чуть можно. Посветлее, да? Да, вот тут хороший был цвет, а тут что-то слишком темный. Красочки побольше. Что ж с вами сделать-то, чтобы вы краски побольше мне поклали? Вроде как и нету ее. Чего нету? Ну, вот Ой, до этого хватит вам еще на все Да. цветы, конечно. Положите он у меня на кисти. Вот, вот, смотрите, вот. Главное, чтобы красочка у вас была, вот. Накладываю. Опять беру отсюда краску, понимаете? Надо постоянно брать отсюда краску. Понимаете? Вот так. А вы ее взяли и потом ей все это время рисуете. И посветлее чуть-чуть. Угу. Так. Дальше я добавляю в нее больше белил. Она уже такая светло-розовенькая должна получиться. Светло-розовенькая. И еще прям поверх вот этих темных, вот особенно вот на этой веточке, которая там посветлее,
Делаю еще светлые такие тона на этих же мазочках, на этих же, да, чтобы объем появился. Не на всех. Какие-то у нас остаются в тени темненькие, где-то у нас свет. Свет у нас больше в левой части, поэтому с правой стороны там поменьше, вот на дереве, по крайней мере, да, вот здесь вот больше. И, значит, вот здесь вот, который на плечо у нас зашли цветы, там у нас много света на цветочках, густо достаточно накладываю. Постоянно беру заново краску, постоянно новую, чтобы она у меня чистая была. Можно маленький мазочек совсем брать, да, где-то чуть-чуть усилить ваши мазки, да, то есть чтобы пятнышко маленькое загорелось, а не полностью цветочек, да, как будто на лепестке на одном у вас краска. Лепестков, понятно, у вас тут особо нет, но они у нас получаются с помощью мазков. Светло-розовенький цвет накладываю. Вот как-то так. Можно еще тут сюда чуть-чуть. Что такое? Ну как оно с цветочками? Красота? Красота. Я вот тоже думаю, что красота. Угу. Чудно. От белых мест избавляйтесь. Домажьте что-нибудь туда, либо коричневый еще. Вам коричневого не хватает. Возьмите вот коричневым цветом, вот это замажьте. Так, ну-ка я пойду, наверное, рамочку такую хочу вам показать. Подписать не забудьте, пожалуйста. Подписать, можно даже так процарапать. Кисточкой. Итак, у нас в школе креатива большой выбор рам. Можно посмотреть рамочки. Смотрите, какая красота. Ну как оно? Вот такая у нас работа получилась за 3 часа всего лишь.
да, с девушкой, причем я ее сама нарисовала, и вы тоже со мной, да, это здорово, здорово. Так, давайте посмотрим остальных тоже в такой красивой раме. Смотрите, какая красота. Ну что, как оно? Нравится? Мне нравится. Очень красиво получилась вот эта вот живописная кофта, мне очень понравилась. Она такая, вот, знаете, смотрите, сочетается красиво с цветами, да, вот с этими. Да, красивый, да, загар. Она такая контрастная получилась. Здорово, мне нравится. Молодец, молодец. Я думаю, вообще отлично сделали подарок себе, надеюсь, себе. Остальным такие подарки слишком хорошо дарите. Давайте еще глянем. Так, еще одна. Смотрите, какая красотка. Как самой-то? Нравится? Да, как очень даже нравится. Очень даже нравится. И мне нравится. Так. Вот тут у нас вообще есть дебютант. Дебютант в масле. Дебютант. И, конечно, надо иметь такую немалую смелость, чтобы первый раз прийти на масло, да, и на такую работу. Но, несмотря на это, мне кажется, справились. Посмотрите, какая красота. Здорово, молодец, да, можно похлопать, действительно. Здорово получилось. Я думаю, это только начало ваших творческих свершений. Вы еще много с нами напишите. Так, ну и еще. Да вот тут наляпала, ладно, исправлю. Мячик, кружочек, а дальше девушка в саду. Смотрите, еще какая красотка. Очень. Тут даже не просто цветы, тут какие-то розы прям я вижу. Вообще здорово. И объем есть, вообще все красиво. Супер. Да, вот на шее, вот я Вот я тоже сейчас смотрю. выделила вот эту тень. Сказали побольше, они Сказали, без фактура, а вся фактура осталась здесь. Где у меня А синтетика? потому что вы клали на Конечно. на колено. Конечно. Надо вот такой вам мольберт. А здесь есть вон они есть. Правда, он большой, у нас нет, что очень. Ага. Так, ну что? Ну там немножко там можно чуть под это. Так вообще очень красиво, действительно. Что, ну как? Как оно? Вам понравилось? Здорово, все молодцы. Я вам хлопаю. Я тоже рада вашим результатам, да и своему, что тут скрывать. Вот. Я буду рада, если у нас еще кто рисовал в записи, пришлет нам на почту, это, как получилось у них. Я была рада с вами позаниматься. Всем до свидания.